Всем привет! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 2 гриба шампиньона. Шампиньоны разрезаем пополам, затем на пластинки шириной 2-3 мм. Даже не верится, что так просто. Вместо холодца. Нереально вкусно, удивила всех своих гостей. Так вы еще никогда не готовили куриную печень. Вкуснейшая запеканка из куриной печени. Простой и вкусный рецепт. Это блюдо из куриной печени станет отличным обедом или ужином для всей семьи. На каждый день или на праздничный стол. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, разогреваем, отправляем грибы в сковороду, солим и перчим грибочки по вкусу, перемешиваем и обжариваем до золотистости. Тем временем 350 грамм куриной печени разрезаем пополам. Периодически грибы перемешиваем. Когда грибы обжарились, убираем их со сковороды. В сковороду добавляем 20 грамм сливочного масла, растапливаем. Отправляем печень и на большом огне обжариваем со всех сторон по 2-3 минуты. Пока обжаривается печень, на крупной терке натираем 100 грамм сыра. Добавляем сыр к грибам. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа и петрушки. Добавляем к остальным ингредиентам. Когда печень подзолотилась с двух сторон, добавляем к ней половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки специй хмели сунели. Перемешиваем и обжариваем еще 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат. Затем печень остужаем. Пока печень остывает, довольно крупным кубиком нарежем 3 отваренных вкрутую яйца. Добавляем яйца к остальным ингредиентам. Добавляем печень. Добавляем соль по вкусу с учетом солености сыра. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Теперь вбиваем 3 куриных яйца.
и все хорошенько перемешиваем. Узкую прямоугольную форму для выпекания смазываем растительным маслом. Застилаем пергаментной бумагой. Перекладываем подготовленную массу. Равномерно распределяем. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу убираем и отправляем запеканку из печени в духовку еще на 5 минут. Даем запеканке остыть полчаса и можно подавать к столу. Запеканка из куриной печени вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Она прекрасно держит форму и великолепно смотрится на праздничном столе. Эту запеканку из печени готовить очень легко и быстро. Приготовьте таким образом куриную печень, и она обязательно вам понравится. Очень вкусное сочетание, просто и вкусно. Куриная печень еще никогда не была такой вкусной. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из печени нам понадобится 700 грамм куриной печени. Печень промываем и разрезаем пополам. Отправляем печень в миску. Теперь к печени добавляем 1 чайную ложку специй хмели сунели, добавляем 1 чайную ложку гранулированного чеснока, соль по вкусу. Я добавляю 2/3 чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 1 столовую ложку французского соуса с горчицей и 1 столовую ложку густого несладкого йогурта. Перемешиваем. Мои гости были в восторге. Если вы не знали, как вкусно приготовить куриную печень, это идеальный рецепт, быстро и вкусно. Куриная печень по-венгерски получается невероятно сочная, мягкая и просто тает во рту. В этом видео я раскрою вам кулинарную тайну, которая изменит ваше представление о куриной печени. Невероятный рецепт куриной печени из простых и доступных продуктов. На обед или ужин для всей семьи на каждый день. Теперь куриную печень накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на полчаса. Пока маринуется печень, приготовим остальные ингредиенты блюда. 2 репчатых лука нарезаем полукольцами.
Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. Я с удовольствием читаю и отвечаю на все ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь форму для выпекания смазываем 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла. На дно формы выкладываем 1/3 часть нарезанного лука. По истечении времени печень перемешиваем и выкладываем половину порции печени на лук. Очищаем одну морковь. Разрезаем пополам вдоль и нарезаем тонкими полукружочками. Выкладываем половину порции моркови. Теперь нам понадобится 2 яблока. У меня сегодня сорт Golden. Разрезаем яблоки на 4 части, удаляем сердцевину. Теперь каждую четвертинку нарезаем на 3-4 скибочки. Поливаем яблочки 1 столовой ложкой лимонного сока. Перемешиваем. И выкладываем половину порции яблок в форму для выпекания. Теперь еще 1/3 часть лука. На овощи выкладываем вторую половину печени. Теперь оставшуюся половину моркови. Оставшиеся яблочки. И 1/3 часть лука. Брусочками нарезаем 40 грамм сливочного масла. Раскладываем в форму для выпекания.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Запеченная куриная печень с овощами готова. Подаем к столу. Этот рецепт печени – настоящее сокровище. Куриная печень получается очень мягкой и нежной, а благодаря овощам сочной. Можно подавать как в будний день, так и к праздничному столу. Этот простой рецепт из печени подойдет каждому. Жаль, что не знала этого рецепта печени раньше. Вы больше не будете задаваться вопросом, что приготовить из куриной печени. Блюдо из куриной печени – великолепная идея для вкусного обеда или сытного ужина. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 700 грамм куриной печени. Печень промываем и разрезаем пополам. Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла, прогреваем, отправляем печень в раскаленную сковороду, равномерно распределяем кусочки печени по сковороде и обжариваем 2-3 минуты на большом огне до появления золотистости у печени с нижней стороны. Затем печень переворачиваем. И обжариваем еще 2-3 минуты до появления золотистости на большом огне. Теперь к печени добавляем половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки специи хмели сунели и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем и даем прогреться печени со специями 1 минуту. Затем выключаем огонь и даем печени слегка остыть. Пока печень остывает, займемся остальными ингредиентами блюда. Нам понадобится 1 очищенная морковь. Морковь нарезаем довольно крупным кубиком. Так вы еще никогда не готовили куриную печень. Вместо холодца. Нереально вкусно, удивила всех своих гостей. Простой и вкусный рецепт. Вкуснейшая запеканка из куриной печени. Это блюдо из куриной печени станет отличной идеей на обед или ужин для всей семьи на каждый день или на праздничный стол. Дешево и полезно. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Куриная печень еще никогда не была такой вкусной. Здоровый рецепт. Теперь морковь отправляем в тарелку. Вливаем 200 мл питьевой воды, добавляем 1/3 чайной ложки соли и 1/3 чайной ложки сахара. Перемешиваем. Отправляем морковь в микроволновку на максимальную мощность на 4-5 минут, чтобы морковь была полуготовой. Затем морковь откидываем на сито, даем стечь в воде и слегка остыть. Теперь нам понадобится 4 куриных яйца. Яйца вбиваем в миску.
Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. А если вы хотите узнать обо мне немного больше, переходите на мой влоговый канал, ссылка будет в закрепленном комментарии. Я буду очень рада вам. Теперь к яйцам добавляем половину баночки консервированного зеленого горошка. Добавляем остывшую морковь. Теперь нам понадобится 1 томат. Разрезаем его пополам, удаляем плодоножку. И мякоть с косточками. Нарезаем довольно крупным кубиком. Отправляем помидоры в миску. Также нам понадобится зелень. У меня несколько стеблей укропа и петрушки. Мелко нарезаем. Отправляем в миску. Теперь добавляем слегка остывшую печень. На крупной терке натираем 60-70 грамм сыра. Добавляем натертый сыр в миску и все хорошенько перемешиваем. Теперь узкую прямоугольную форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Дно и бока формы застилаем пергаментной бумагой. И перекладываем подготовленную яичную массу с печенью и овощами. Равномерно распределяем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Затем достаем запеканку из духовки, даем ей остыть минимум полчаса. Благодаря пергаментной бумаге запеканку легко извлекаем из формы.
Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Невероятно вкусная запеканка из куриной печени, вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Эту запеканку из печени готовить очень просто, легко и быстро. Она прекрасно держит форму и изумительно смотрится на праздничном столе. Очень вкусное сочетание печени с овощами никого не оставит равнодушным. Нереально вкусно, готовится на раз, два, три. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.